Глава 75. Муцин поинтересовался. «Ваше Высочество, почему вы ушли так надолго?» Селянь удивленно переспросил. «Разве меня долго не было? Путь туда, путь сюда, на небеса, потом на землю, набрать воды, забраться на облако, сотворить дождь». Принц не следил за сменой дня и ночи, и даже потратив немало времени, совершенно ничего не заметил. Муцин воскликнул: «Уже много дней». Молитв верующих в храмах наследного принца накопилось так много, что они высятся горой. В этот момент Селянь ощутил, что дождь стал слабее. Вытянув ладонь, принц произнес: «Я разве не повелел, чтобы вы пока помогли мне разобраться с самыми срочными делами? Разумеется, мы разбирались с теми, где могли оказать помощь, но для выполнения многих других пожеланий у нас недостаточно привилегий, мы не можем исполнять их за тебя. Поэтому я и сказал, что лучше тебе не откладывать молитвы слишком надолго. Возвращайся скорее». Когда он договорил, дождь остановился. И то время, что он шел, оказалось намного короче, чем Селянь себе представлял, поэтому сердце принца невольно потяжелело. Тучи в небесах немного рассеялись, зеленая бамбуковая шляпа мягко спланировала вниз. Селянь поймал артефакт обеими руками и произнес: «Но ты же видишь, что происходит. Я не могу сейчас освободиться». Муцин хмуро спросил: «Ваше Высочество, вы позаимствовали артефакт Повелителя Дождя? И откуда принесли воду? Из южного государства Юйши? Так далеко. Сколько же магических сил вам потребовалось на один заход? К тому же, дождя выпало совсем мало, и длился он недолго, большие территории им не накрыть. Если так пойдет и дальше, как вы будете исполнять просьбы своих последователей в храмах наследного принца?» Селянь, впрочем, не нуждался в напоминаниях, он и сам прекрасно все понимал. Последователи в храмах наследного принца для него, как для бога войны, являлись основой, на которой стоят его храмы, источником его магических сил. По существу, своими действиями он тратил основной капитал на иные нужды, и малейшая неосторожность сулила крах по обоим фронтам. Но разве у него был другой выход, кроме этого? Селянь ответил: «Я знаю. Но если оставить все как есть, если в Юнане вспыхнет восстание, храмы наследного принца рано или поздно также от него пострадают». Муцин же возразил: «Оно уже и так готово вспыхнуть, что?» Потрясенно спросил Селянь. Услышав доклад Муцина, принц немедля вернулся в столицу Синьлэ. Когда они оказались на улице Шинью, то как раз наткнулись на отряд воинов императорского гарнизона, облаченных в полный доспех, с оружием в руках, которые гнали прочь толпу в лохмотьях и мужчин, закованных в кандалы на руках и шейные колодки. По обеим сторонам улицы скопились простолюдины, на лицах каждого пылал гнев возмущенной толпы. Фэн Синь, сжимая в руках черный лук, стоял на изготовку, в любой момент готовый предотвратить беспорядки. Селянь крикнул ему: «Фэн Синь! Кого это заковали в кандалы? В чем их обвиняют? И куда их ведут?» Фэн Синь, услышав его голос, широким шагом подошел ближе и ответил: «Ваше Высочество! Это люди из Юнани». Мужчины, несколько десятков человек, были все одинаково высокими и худыми, со смуглым цветом кожи. За воинами, которые вели пленников, следовали несколько стариков, а также перепуганные женщины и дети. Селянь спросил: «И эти, что за ними, тоже?» Муцин ответил: «Это все они». Выяснилось, что за месяцы засухи в Юнане его жители понемногу перебирались на восток, спасаясь от бедствия. И пока они приходили группами по нескольку десятков, процесс был не столь заметен, но раз за разом, и их накопилось уже более 500. И теперь, когда эти 500 собрались вместе, людская толпа стала намного более внушительной. Люди из Юнани не были знакомы с местностью, не имели в столице ни кола, ни двора, а стоило им заговорить, нездешний говор выдавал чужаков с головой. Оказавшись в незнакомом, но процветающем городе, они, конечно же, сбились в кучу, чтобы обогревать друг друга. Поэтому несчастные стали рыскать по столице в поисках угла и в итоге обнаружили зеленую местность, где никто не проживал. Вне себя от радости, беженцы разбили здесь лагерь из бараков и временно поселились в них.
На беду, эта зеленая местность, где действительно никто не проживал, оказалась излюбленным местом жителей императорской столицы. Люди Синьлэ часто предавались наслаждению и созерцанию, а особенно в этом преуспели именно жители столицы. Многие простолюдины в праздный час приходили сюда прогуляться, потанцевать, потренироваться в фехтовании, а также декламировать стихи, рисовать, да и просто собраться вместе. Что же касается Юнани, город располагался на западе Синьлэ, среди неплодородных земель, и никогда не отличался богатством, даже наоборот. Характер и обычаи простого люда разительно отличались от жителей Востока, и в сравнении с ними обитатели столицы всегда намного сильнее ощущали себя истинным народом Синьлэ. А теперь некогда изящный и возвышенный пейзаж был осквернен присутствием шайки беженцев, которые целыми днями варили снадобья, плакали по умершим, стирали одежду, разводили огонь и заполняли округу тошнотворным запахом пота и объедков. От тех, кто проживал поблизости и не мог стерпеть подобного, сыпались жалобы. Несколько старших членов общины Юнань, которые считались главными среди них, прекрасно понимали людские жалобы и потому тоже хотели найти другое место для поселения, но в столице и без того народу проживала тьма, куда ни ткнись, повсюду живут в тесноте, не найти другого места, которое могло бы вместить такое количество людей. Тем более, среди 500 беженцев имелись раненые и больные, немощные старики, женщины и дети, которым частые перемещения не шли на пользу. Поэтому приходилось, постоянно извиняясь и откладывая в сторону чувство стыда, оставаться на месте. Жители столицы, хоть и выражали недовольство, но все же принимали их как народ своего государства и временно готовы были терпеть неудобства, раз уж другие попали в беду. На этом моменте рассказа до принца донесся крик воинов, которые привели группу мужчин из Юнани к рыночным воротам. На колени пленники выразили явное нежелание повиноваться, но когда к горлу приставили сабли, им пришлось опуститься на колени, даже не желая того. Глядя, как они беспорядочно падают на землю, собравшиеся поглазеть жители столицы тут же стали вздыхать, а кое-кто даже браниться. Селянь спросил: «По вашим словам, выходит, что обе стороны проявили терпимость друг к другу, но что же случилось с ними сегодня?» Фэн Синь и Му Цин не успели ответить, когда из толпы раздались горестные рыдания женщины: «Ах вы, бесчеловечное варьё! Тащат все, что под руку попадется. А еще избили моего мужа до такого состояния, что он даже встать не может. И если с ним что-то случится, я потребую от вас заплатить жизнью». Сразу несколько человек принялись ее утешать, и тут же кто-то еще с укором бросил: «Покинули родные края, явились в чужие земли и не понимают, что нужно знать свое место и не позволять себе лишнего, да уж. Пришли в чужой дом, а ведут себя бесцеремонно, вещи крадут». Один из молодых людей в кандалах не смог сдержаться и принялся оправдываться: «Мы же сказали, что это вовсе не мы украли. И в драку первыми не мы полезли. К тому же среди нас тоже есть раненые». Какой-то старик из своих тут же оборвал его: «Перестань», и тот мужчина сердито замолчал. Фэн Синь сказал: «В столице у кого-то пропала собака. А из-за того, что ранее голодные дети из Юнани украли и сварили чью-то утку, все начали подозревать, что и собаку тоже украли люди Юнани, чтобы пустить на мясо и съесть». Народ бросился в их пристанище и, ни слова не объяснив, полез в драку. Селяню это показалось абсурдным. Из-за какой-то собаки произошел такой скандал и схватили стольких людей. Фэн Синь ответил: «Да, именно из-за какой-то собаки и случился такой скандал». Обе стороны терпели слишком долго, мелкого пустяка хватило, чтобы вырасти в большую проблему. Каждая сторона клянется, что первыми драку затеяли оппоненты, что это они виноваты. Началась беспорядочная драка, которая по неясным причинам все разрасталась. Глава отряда воинов объявил: «Массовые беспорядки влекут строгое наказание. На вас надели кандалы и выставили всем на обозрение, чтобы преступление не повторялось вновь». С такими словами воины расступились, а в следующий миг в мужчин из Юнани полетели гнилые листья овощей и тухлые куриные яйца. Пожилые члены группы тут же начали отвешивать поясные поклоны со словами: «Простите. Люди добрые, простите, просим к себе милости, просим милости». Селяню проблема казалась ужасно преувеличенной и до крайности абсурдной,
но все же кое-что он мог понять в общих чертах. И что же в итоге? Это они украли собаку. Животное нашлось, Фэн Синь покачал головой. Да кто его знает? Съели, а кости обглодали и выбросили, кто же их отыщет? Однако, судя по их реакции, не похоже, что это они украли. Однако воины императорской стражи, разумеется, выносили решение в пользу жителей столицы. Не имеет значения, кто украл. Раз уж случилась драка, следовательно, наверняка неправы люди Юнани. К тому же мужчины из столичных больше любят развлекаться и гулять, а они вовсе не так хороши в драке, как мужчины из Юнани. По всей видимости, им хорошо досталось от чужаков, честь была поругана, а вместе с тем и обида завязалась немалая. Селянь покачал головой. Пробежав глазами по ряду пленников, он неожиданно для себя заметил, что молодой мужчина в середине, что стоит с опущенной головой, кажется ему знакомым. Это был Лан Ин, который тогда в лесу похоронил своего сына. Селянь так и застыл. Тем временем неподалеку послышались жалобные возгласы. И почему мне кажется, что за последние месяцы людей из Юнани в столице становится все больше? А сегодня они еще и драку затеяли. Они что, решили всем скопом сюда перебраться? Мужчина, по виду торговец, замахал руками. Такого его величество государь не допустит. Мой дом несколько дней назад ограбили люди из Юнани. Если они все сюда заявятся, так ведь житья не будет. Услышав эти слова, Лан Ин, который все время стоял, потупившись, и спокойно терпел, как в лицо летят гнилые овощи, поднял голову и спросил: «Ты это видел, торговец?» Очевидно, не ожидая, что этот человек вдруг посмеет с ним заговорить, невольно ответил, что то, что люди из Юнани украли твои вещи. «Ты видел это своими глазами?» Торговец ответил: «Своими глазами я не видел, но раньше все было прекрасно, а с тех пор, как вы сюда явились, внезапно начались кражи. Неужели это никак не связано с вашим появлением?» Лан Ин кивнул и ответил: «Вот оно как, значит. Я понял. До того, как мы пришли, все кражи, что здесь происходили, совершали ваши люди. А с тех пор, как мы здесь обитаем, все украденное повесили на нас». Не успел он закончить фразу, и в него полетел гнилой помидор, который попал прямо в рот, будто бы расквасив губу большим кровавым цветком. Торговец покатился со смеху, а взгляд Лан Ина тут же потух, он замолчал и не произнес больше ни слова. Селянь занялся тем, что отбивал летящие в пленников острые камни, чтобы молодым людям из Юнани хотя бы не разбивали головы до крови. Народное поругание продолжалось до самого вечера. Потом толпа постепенно поредела, воины решили, что на этом достаточно, и, наконец, с надменным видом подошли, чтобы снять кандалы. Да предупредили, чтобы жители Юнани впредь не зачинали ссор, иначе им это с рук не сойдет, и так далее, и тому подобное. Пожилые мужчины тут же согнулись в поклоне и с улыбкой закивали, обещая, что такого больше не повторится. Лан Ин же с бесстрастным лицом просто направился прочь. Селянь, видя, что тот ушел один, выбрал момент, показался из-за дерева и преградил мужчине дорогу. В тот миг, когда принц показался перед ним, взгляд Лан Ина на мгновение сделался суровым, будто мужчина готов был схватить селяня за горло. Спустя мгновение он все же разглядел, кто перед ним, опустил руки, которые едва не пустил в ход, и произнес: «Это ты». Селянь принял образ того самого молодого монаха. Его немного удивило то мимолетное движение Лан Ина. Принц подумал: этот человек поразительно ловок. Вслух же произнес: «Я дал тебе драгоценную бусину. Почему ты не вернулся с ней в Юнань?» Лан Ин посмотрел на него: «Мой сын здесь. И я тоже буду здесь». Помолчав, он достал из кармана на поясе коралловую бусину со словами: «Хочешь ее забрать? Держи». На руке, которой он протягивал бусину, до сих пор остались следы от оков. Селянь некоторое время помолчал, но не принял бусину обратно, говоря: «Возвращайся домой». Над излученной Ланер сегодня выпал дождь. Затем указал на небо: «А завтра выпадет еще. Я обещаю, непременно выпадет». Ланер покачал головой в ответ: «Неважно, пойдет дождь или нет, я уже не вернусь.
Глядя ему вслед, Селянь несколько мгновений стоял пораженный, ощущая лишь безграничную досаду. Пока он не вознесся, кажется, ни разу не испытывал досады. Если принц что-то хотел сделать, ему это непременно удавалось. К удивлению Селяня, после вознесения его в момент окружили бесконечные неприятности, свои собственные и чужие. Теперь совершить какое-то дело оказалось ужасно трудно, хвост вытащишь, нос увязнет. Казалось даже, что ему это просто не под силу. Селянь вздохнул, развернулся и тоже пошел восвояси, вернулся в храм наследного принца, чтобы разобраться с молитвами верующих, которые уже много дней ожидали исполнения. Впрочем, в данной ситуации Селяня нельзя было назвать тем, кто обеспокоен сильнее всех. А вот государя можно. Опасения государя Синьлэ обернулись явью, и 500 беженцев из Юнани стали только началом. Селянь, прихватив одолженную ему шляпу повелителя дождя, постоянно бегал между севером и югом, только лишь своими силами посылая на землю дождь. Один такой цикл требовал от него огромных затрат магических сил, а времени уходило по крайней мере 5-6 дней. Если бы на его месте оказался кто-то другой, он бы наверняка не выдержал подобной беготни. Разумеется, кроме Цзюню. Но император Шэнью управлял землями намного более обширными, и ему требовалось тратить намного больше сил на молитвы верующих и поддержание порядка на территориях, площадью превосходящих одно лишь государство Синьлэ. Да и мог ли принц позволить себе отправиться к Цзюнь и отвлекать его такими просьбами? Сам же принц мог оросить дождем лишь небольшую часть территории Юнани, да и эффект держался крайне мало. Это могло ненадолго спасти положение, но проблему в целом не решало. Поэтому спустя еще месяц жители Юнани начали в открытую собираться в группы и переселяться на восток. Сначала это были кочевые караваны по несколько десятков человек, а теперь их число возросло до нескольких сотен и даже тысяч. Люди стекались рекой, огромными толпами, одна за другой. А еще через месяц глава государства Синьлэ издал указ в связи с непрекращающимися конфликтами, которые вспыхивают на протяжении нескольких месяцев, а также частых драк, дабы сохранить покой жителей столицы. С этого дня скитающиеся по столице государства Синьлэ люди из Юнани обязаны покинуть город. Каждому будут выделены деньги, чтобы беженцы могли отправиться в другие города и поселения и обосноваться там. Перед людьми из Юнани, мощным потоком текущими на восток, закрылись ворота столицы Синьлэ.